Пожалуй, самые интересные истории из Египта — это истории взаимоотношений. У меня есть подруга в Каире, и я могу рассказать одну очень забавную историю, которая произошла с ней. Моя подруга замужем 25 или 30 лет, и она считала своего мужа очень верным. Она много раз рассказывала мне, как сильно она благодарна ему, потому что она была уверена, что ее муж единственный в Египте, кто так предан ей и не думает о каких-то других женщинах. Он такой красноречивый, очень общительный, он умеет хорошо общаться с людьми, но ему никогда в голову не придет предать ее. Итак, история такова. Буквально несколько лет назад она совершенно случайно узнала об измене мужа из сообщений в телефоне, в WhatsApp. И с этими женщинами он знакомился, когда у него были деловые поездки в другие страны. Однажды она узнала, что у него не одна, не две, не три девушки, а гораздо больше. Их было так много, что она даже не смогла сосчитать их. И самое забавное, что он верил, что все еще любит свою жену, потому что она еще и мать его детей, то есть у них есть сыновья. Как же странно, что мужчины считают, будто развлекаться с другими женщинами — это нормально. Это не означает, что я не люблю свою жену и семью. Честно говоря, я не понимаю такой менталитет, и лично мне это очень удивительно. Независимо от того, египтянин это или мужчина из другой страны, просто мужчины очень странно порой думают, что можно развлекаться с одними женщинами и возвращаться домой к жене. Моя подруга до сих пор в шоке, хотя прошло уже несколько лет с тех пор, как она узнала обо всем. Ну и она, конечно же, решила продолжить отношения из-за своих детей. Она не хотела разводиться из-за мальчиков, но печально, это очень печально, знаете ли, как сильно она ему доверяла, она верила, что он действительно преданный человек. Просто выяснилось, что он очень хорошо умеет скрывать свои похождения. Дело не в том, что он был преданный, а дело в том, что он очень хорошо играл. Да, он был великолепный актер. Он вел себя, как будто бы у него все хорошо, и всем видом показывал, что он очень любит жену. Но потом он встречался с разными женщинами разных национальностей, и каждый раз, когда он ехал куда-либо, он там находил других женщин и весело проводил с ними время. Я просто хотела поделиться этой историей. Возможно, таких историй очень много по всему миру, или это только история для Египта, не знаю. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Напишите под видео, пожалуйста. Моя подруга однажды попыталась спросить одну женщину: «Вы знаете, что он женат или нет?» Конечно, девушка испугалась и ничего не ответила. И когда она читала письма другим девушкам, там было написано: «Как я сильно мечтал о тебе, и ты моя мечта, и я никогда не думал, что могу встретить что-то подобное. Ты лучшая из женщин в моей жизни». Но самое интересное, что подобные вещи он писал каждой женщине. И это говорит о том, что он не имеет никаких чувств. Он просто знает, что нужно писать, чтобы нравиться женщине. Например, быть милым, писать приятные вещи. Его цель была убедить их, что он — это воплощение мечты, он — это подарок судьбы. Вот все в этом роде. И говорил до тех пор, пока она не соглашалась с ним встречаться. И в этом проблема, и это не любовь. И теперь я даже не знаю, любил ли он жену, я не могу сказать. Но то, что он беспощадно врал всем женщинам, что ты моя мечта, и я не мог даже поверить в это. И, конечно, эти женщины верили, что он и есть тот самый человек для них, тот единственный, и в итоге влюблялись в него, и потом спрашивали: «Где ты? Почему ты ушел? Почему ты не пишешь?» и так далее. Но печаль в том, что ему абсолютно все равно.
Здешние мужчины думают, как бы им выбраться куда-то и поразвлечься. Они не понимают, что у каждой женщины свои чувства, и она может привязаться к нему, особенно после такого количества лестных слов. Но египетские мужчины так не считают. Они считают, окей, это лишь развлечение. И независимо, с какой страны эта женщина, серьезная или нет, они думают, что египтянки настроены на брак, на создание семьи, на создание долгосрочных отношений. А об иностранках они так не думают. Они думают, что с иностранками можно поразвлекаться, повеселиться и исчезнуть, бросить ее, то есть просто использовать. Но я считаю, что это очень жестоко. Каждая женщина достойна любви и настоящих отношений, настоящих чувств. Поэтому это очень эгоистично со стороны мужчины. Вот почему я думаю, что многие мужчины в Египте на самом деле нарциссы. Они думают только о собственных потребностях, о том, чего хотят они, эгоистично не задумываясь о потребностях другого человека. Они думают только о том, чего хочу я. Я хочу это получить. Это все связано с эгоистичным мышлением. Египетское общество, к сожалению, подпитывает это, создавая впечатление, что мужчина занимает более высокое положение, чем женщина. Поэтому они думают, что они могут делать что угодно, и им это сойдет с рук. Мне кажется, так оно и есть. Как я уже сказала, здесь множество нарциссов, и в итоге вся семья обращается к психологу, чтобы справиться с травмой и проблемами, вызванными мужчиной. Например, страдает жена, также страдают и дети, потому что это все приводит к разводу, к проблемам, к ссорам, и детям очень некомфортно жить в этом состоянии. И поэтому они тоже ходят к психологу. Мужчины никогда не обращаются к психологу, только женщины и дети пытаются справиться с проблемами, вызванными мужчиной. Но сам мужчина даже не задумывается, что он сделал что-то плохое. И это ужасно. На мой взгляд, это слабость. Признак слабости. Он считает, что это с семьей проблемы, а с ним все хорошо. Но все наоборот. Если бы он решил свою проблему, то было бы все по-другому в его семье. Но в этом и вся суть нарциссического расстройства личности. Они не знают, что у них проблемы, и они не могут это проанализировать. Я знаю доктора, который работает со всеми проблемами и проводит для детей мастер-классы. Она работает также в сфере отношений, пытается наладить их с помощью курсов. У нее очень хорошие курсы, которые учат понимать другого человека, разные личности и все проблемы. То ли это люди с нарциссическим расстройством личности, то ли это психопаты и так далее. Но из-за того, что в Хургаде живет очень большое количество иностранок, им проще заводить здесь отношения. Вот по этой причине они становятся очень жестокими, им наплевать на чувства других. Так что все именно так. В Хургаде, к сожалению, мужчинам наплевать на чувства других. Они не заботятся о детях, им наплевать на своих жен, они просто эгоистично думают о своих потребностях, им просто хочется поразвлечься. Особенно здесь, в Хургаде, это туристическое место, и сюда хотят приехать все мужчины и получить какой-нибудь сладкий опыт общения с иностранками. А в Хургаде женщины со всех стран, и это большое удовольствие познакомиться с ними и поразвлекаться. Я знаю одного мужчину в Хургаде, и у него 7 детей, и от разных женщин. И он все равно в поисках ищет еще новую женщину, а о детях не заботится, ему нужно что-то новое, новые впечатления, новые эмоции, новый ресурс. Потому что новая женщина для них – это возможность повеселиться, не более. Мой совет, если вы действительно хотите завести достойные отношения и найти серьезного мужчину, так как не все мужчины такие, есть много порядочных. Но как это выяснить? Важно познакомиться с его семьей, с мамой, с сестрой, с братом. Пусть он вас познакомит со всей семьей. Это уже другое дело.
Очень важно еще, с какого региона он родом. Мужчина с Каира, вероятнее, лучше, чем, например, мужчина из Южного Египта. Прислушайтесь к моему совету. Так что женщинам нужно остерегаться мужчин из южной части Египта, особенно если он с Люксора, потому что для них это всего лишь бизнес, и они считают это приемлемо. Я даже слышала, что это для них нормально, и что их семьи знают об этом, особенно когда мальчики знакомятся с женщинами на 20-30 лет старше. Ребята изо всех сил влюбляют их в себя, создавая иллюзию любви. Конечно же, женщины очень довольны парнями, так как они молоды и красивы. В итоге они просто используют женщин, чтобы забрать у них деньги и таким образом содержат всю свою семью. Очень часто они женаты и имеют семьи, а европейка содержит и жену, и его детей. На мой взгляд, это просто безумие. Нужно быть очень осторожными и понимать, что вы ищете. Или вы ищете полноценные отношения, как в семье, или же просто хотите весело провести время. Поэтому будьте осторожны с мужчинами, особенно молодыми. Еще важно упомянуть, это своего рода наследие. Таким образом, старшие мужчины фактически учат этому молодых людей. И это все длится уже целую вечность. Это не что-то новое. Старики так давно поступали, а теперь молодые люди просто следуют их примеру и делают то же самое. Поскольку я египтянка, то я прекрасно ориентируюсь в том, из какой семьи, из какого региона тот или иной мужчина, из образованной семьи или из низшего класса. Вы бы не смогли заметить разницы, но мы знаем разные диалекты, хорошее арабское происхождение, а также арабский язык с разными особенностями. Например, язык Южного Египта или других регионов. Если вы уже в Египте, то вам нужно советоваться с теми женщинами, которые давно здесь живут и прекрасно разбираются в людях. Я ни в коем случае не хочу осуждать людей, но вот в чем дело. Если они из бедной семьи, они хотят с тобой просто поиграться и повеселиться, а потом выбросить как игрушку. Понимаете, в чем дело? Вот так вот. Вчера я была на ужине с моей семьей, и там был друг моего отца, и он говорил, что вот это все великий бизнес. Это всего лишь бизнес. Это их работа, не более. Они обмениваются друг с другом информацией, и они договариваются даже. А возможно, я возьму эту женщину, потому что у нее больше денег, и они могут давать деньги друг другу, могут меняться женщинами. Но что бы я также хотела сказать, что многие женщины знают об этом, и они очень часто пожилые и приезжают сюда специально для того, чтобы поразвлекаться, потому что в их стране никто на них не посмотрит. Это касается именно пожилых женщин. Поэтому я должна быть справедливой и скажу, что это дело касается как женщин, так и мужчин. Это неэтично, я так считаю. Это очень неправильно. Но такова реальность. Старушкам нужен кто-то, кто проявит к ним заботу, даже если она будет фальшивой. Значит, они знают, что они платят за любовь и внимание. Они покупают машины, недвижимость и так далее, а парни проявляют за это к ним любовь. В конце концов, это оказывается фальшивкой. Это все не искренне. Честно говоря, я не понимаю этого. Это бизнес и только бизнес, ничего больше. Парням наплевать на все. Я не говорю, что все знают об этом, но большинство знают, и это очень плохо. Так что если вы этого не ищете, будьте осторожны. Найти порядочного мужчину довольно непросто, особенно в Хургаде. Как я уже сказала ранее, сюда приезжают ради развлечения, но это не значит, что вы не можете встретить порядочного мужчину. Вам просто нужно понять, что вы ищете и как определить, настоящий это человек или нет. Просто задавайте вопросы, общайтесь длительное время, не спешите.
А еще я бы вам хотела рассказать историю. Я знаю одну пару, они познакомились в отеле. Он очень порядочный человек. Она из России, он египтянин. И, конечно же, он вырос в порядочной семье. Они поженились, у них двое прекрасных детей и замечательные отношения. Здесь достаточно успешных браков, просто вам нужно знать, что именно вы ищете. Не торопитесь, общайтесь с его окружением, с его друзьями и семьей. Учитывайте те моменты, как он проводит время, а также его увлечения. Здесь достаточно мужчин, которые ищут настоящих отношений и настоящих женщин. Также я знаю много пар, где мужчина египтянин, а женщина европейка. И тоже вполне успешно. Ну вот, это то, что я хотела до вас донести. Желаю всем любви и будьте счастливы.